приплыл на зов воды. Да, конечно, есть. Главное на их уровень опуститься, понимание мира. Друзья, привет! С вами Олег и канал Зов воды. И сегодня мы отправляемся в Лахту для того, чтобы понять, как вода влияет на жизнь человека, существует ли зов воды и что думают жители этого района про вот это место. И как оно изменилось, и как изменилось отношение людей к этому месту по прошествии времени. Если вы готовы, вперед! Мы находимся с вами около экотропы, которую сделали. Здесь достаточно быстро все можно обойти. И тогда все выйдет. Иногда даже слов не надо. Есть же языки, которые понятны всем, каждому. Сюза, иди сюда. Скажи, это я пыталась просто. Да, Пыталась она, пойти на другую тропу. Вот так вот хорошо, у нее размерчик маленький. Ну, здесь они соответствуют размерам хотя бы. Зачем сюда ходят люди? Зачем? Чтобы жизнь почувствовать. Да. В этом Потому есть. что квартиры наши, они оторваны от земли, мы сидим, связи нет ни с травкой, ни с росой. И мы сидим, иногда там смотрим телевизор, читаем книжки, там делаем необходимые домашние дела, но в это время у нас нет никакой подпитки, и из нас как будто бы уходят силы. А сюда приходишь, вот сейчас еще искупаюсь, и я смогу потом целый день заниматься делами домашними и той работой, которую мне сейчас надо доделать, и у меня не будет никакой неудовлетворенности в жизни. То есть энергия приходит с водой. А как вы относитесь вот сейчас в этом районе, достаточно популярно, вот последние 2 года, САПы так называемые? Я нормально. Нормально? Не знаю, мне, по-моему, они такой курортный ореол какой-то создают, что люди отдыхают, пусть отдыхают. Там, чем пить, курить. Вот я сегодня утром почему-то подумал, что я люблю в воде находиться. И я сегодня только понял, почему люди молодого поколения, в основном молодого этим занимаются, почему они вот залазят на эти САПы. И осознал, что когда их там здесь перегородили сейчас, их не дают там выходить, но раньше они туда заходили. Они же не касаются воды. Обратили внимание? Они касаются только через весло. Ноги не мочат. Бывает и мочат. Ну, хорошо. Да, все равно это не контакт с водой, правильно? Да. Это по мне так... Баловство? Да не баловство, но человек. Когда люди в основном, чего сейчас? Раньше там рабочим тяжко приходило, эксперт приходилось, потому что, как говорилось, детали целый день с утра до вечера, и всю неделю, и месяц, и всю жизнь. И, конечно, люди уставали и к винопитию, и иногда и покрепче прибегали. Спивались, по-русски говоря. А тут с помощью этих досочек... Некий спорт. Да, тоже... Спортом это сложно назвать. От экрана монитора как-то. Они хорошо, они с водой не касаются, но они все равно видят деревья, небо, воду, они все равно все это видят. По мне так вместо сабы это нагромождение, там попроще. Хочется, если на природе, можно просто поплавать. С другой стороны, они на этих сабах, они же не замерзают, они могут там на 2-3 часа уходят туда. Самое главное, гаджеты в карманы убирают или в рюкзак. Наверное, есть смысл для отдыха. Маленькое путешествие такое. Как будто бы за городом, а на самом деле почти в черте города. Это место упоминается на картах 15 века, 16 века. Я видел в Ватикане глобус, который там 1500 какого-то, и там это место есть, хотя города нет. Вот что вы думаете по поводу этого места, как оно вообще... Ватикан, конечно, загадочное. Здесь и камень нашли вон там он на заливе, для памятника Петра Первого. То есть, да, место непростое. Конная Лахта, вы имеете в виду, да? И гром-камень, который нам остался на берегу. Да. Мы много чего не знаем, много чего. И вот вы приехали сюда, и прошло какое-то время, да? То есть вот сейчас, если сегодняшнюю рассматривать пребывание в настоящем, как говорится, к чему мы стремимся, оно изменилось, это место? Изменилось. Стало ухоженнее. То есть это заболоченная часть, которая была, сейчас превратили в экопарк. В принципе, это лучше стало, да? Удобнее? Думаю, лучше. Мне жалко, что я бы там больше... Когда они начали осваивать вот эти газоны, здесь были такие любимые места, там это может со времен войны вот эти вот холмы.
от окопов осталось. А там были, где сейчас заровняли, были тоже вот такие горочки, на которых бабочки в августе. Там так красиво было, вот когда любимые эти места, а потом приходят и их равняют, и вот всю эту красоту просто на ноль. Ну, я не понимаю, вот люди здесь не живут, они просто не видят, что здесь столько всего красивого. И вот когда это портит, жалко, очень жалко. Жалко, что сейчас эти шумовые щиты поставят там на перекрестке Камышовая, Богатырская. Для этого, в принципе, роют эти ямы там и закладывают. Да, да, и это приучать нас к заборам вообще какая-то нехорошая тенденция. То, что они там этот типа сказали, строители для отдыхающих, чтобы им хорошо было. Ну, какой это у нас? Это было там самый красивый перекресток. Они его сейчас взяли этим забором, собираются отгородить. Вот это. Ну, в общем, много нехорошего. Но в то же время, когда здесь пустыри были, мы отдыхали. Вот, но когда уже люди начали подходить, стали дома строиться, здесь грязи много появилось. А так это все-таки окультурили, и все равно природа осталась. Вот здесь вот мы, тут, слава богу, ничего нет. Место очень здорово сделано. Вот, но то здесь вот просто кусочек природы остался. То есть, когда хочется забыться от города, есть сожаление, что они что-то там сделают. Транспорт, конечно, наступает на природу. Надеюсь, что все они не окультурят здесь, потому что было бы тогда очень жаль. Потому что сейчас это дикое место, которое, и не единожды в минуты отчаяния оно, по-моему, давало силы дальше жить. Деревья, конечно, изменились. И вот по деревьям вообще удивительное событие. Я считаю, что они живые, во-первых, все. Во-вторых, они общаются, судя по моему опыту. Ну и корневые системы вот эти. Некоторые ученые уже провели исследования, что деревья общаются друг с другом. Поэтому вот эта вырубка или видоизменение ландшафта, как они говорят, то есть оно приводит к тому, что мы, может быть, лишаемся какой-то части энергии, которую они нам дают. Что вот в детстве, я помню, я ходил, трогал всегда, и зимой, и летом. Всегда это было, да. И я чувствовал каждое дерево именно особенно. То есть осина — это вообще одно дерево. Липа святое, там вот у меня был случай с липой. Просто неуважительно отнесся, записал видео, называется «Липовый трипод». Ну, это липа на... Трипод это что? Да, штатив. Вот, такое дерево, липа. Ну, а здесь, конечно, меня расстроило в первую очередь то, что они срезали большие вот эти деревья, особенно осины, да. Березы, навтыкали там вот этих елок, которые здесь, конечно же, не выросли, они засохли все. Потом навтыкали и лиственниц, которые тоже не прижились, поэтому у меня создается впечатление, что люди, которые делали, они не понимают, что такое дерево, как оно растет. И... Они не понимают, те, которые это делают, да. Вот сейчас, они просто не понимают ни красоты природы. Вот они как-то делают, я говорю, вот эти газончики, которые они равняют, а здесь они просто не хотят увидеть красивые, тут использовать бы ландшафт вот этот, который есть. Тут все по стандарту делается, да, и, в общем, мы уже много любимых мест так лишились. Если люди подходят, то уже, значит, территория должна охраняемой быть, потому что иначе опасно становится. Поэтому то, что здесь сейчас много народа ходит, наверное, это все-таки благо, потому что... То есть нас хотят изолировать от звуков природы. Выдают это за шум. Типа, что машины будут шуметь, и это, машины. Я не знаю, может, кого-то, конечно, шум машин смущает. По мне, там люди, главное, на этой речке, там просто отдыхающие. Ну и что? Самая лучшая шумоизоляция в природе – это деревья. Вибрация листа, она дает, даже вот детям рассказывали, что раньше, помните, деревья колышутся, поэтому ветер. Это не случайно говорили так, потому что действительно дерево реагирует на все эти тонкие вибрации, и она защищает человека, она как обволакивает себя такой энергией. Этих тонкостей не знаю, только знаю, что даже когда плохо очень, сюда приходишь, становится... Это можно почувствовать. Оно больше по размеру. Это озеро. Во-вторых, протока, которого сейчас там можно на лодочке пройти, да, на каяке я тут встречал человека, она была широченная.
То есть- протока это вот это? Нет, или протока, там? который с Финским заливом соединяет. А. Да. Здесь добывали торф, но это уже более позднее время, это 19 век. Вообще мне очень нравятся вот эти парки старые, когда все-таки вот этот газончик, когда дерево аккуратненько из земли нравится, и большие деревья. Приплыл. Приплыл на зов воды. У меня полное впечатление, что я как попадал в какое-то другое пространство. Не только время, а пространство. Потому что энергетика настолько сильная и настолько она такая, я бы сказал, положительная. Ходишь по этому городу, там смотришь парки эти все. Но все-таки зов воды есть? Почему Да. человек Знаете тянется к что? воде? Это самое, да, конечно, есть. Я не знаю почему. Может, из-за того, что небо в воде отражается. Ну, конечно, есть. Когда гулять, мы всегда все стараемся куда-нибудь к озерцу, к речечке, к речушечке. Все равно нас тянет, вода всегда тянет, да. Когда гулять, все равно маршрут либо вдоль реки, либо там зимой вон на лыжах перешли речку на озеро. И да, все вокруг воды. Это согласна. И даже человека, когда смотришь, глаза, как будто смотришь в океан, да? Из воды мы выходим, Да. в воду выходим. Бесконечно можно смотреть. Да? И на залив ездили, и это Сюзка сфотографировала Сюзку, этот берег залива, такое одиночество, и Сюза сидит, вот так она ее со спины, уши расставила, и вот так вот на воду медитирует. Чего он, даже собакам это надо. Сидит устремленный вдоль. Познает себя. Да, даже собака. Ну, что тут скажешь? Даже собака.